Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы обсудим тему, от которой бегут мурашки по коже. Мы поговорим о том, есть ли жизнь после смерти. Этот вопрос волновал человечество на протяжении веков, вызывая споры среди философов, религиозных деятелей и ученых. Что происходит с нами после того, как мы покидаем этот мир? Существует ли жизнь за пределами физического тела? В нашем видео мы рассмотрим, что говорит наука об этом феномене. Мы проанализируем последние исследования в области нейробиологии, психологии и физики, которые пытаются пролить свет на этот мистический аспект человеческого существования. Приготовьтесь к увлекательному путешествию по границам науки и философии, где мы попытаемся найти ответ на вопросы, которые волнуют каждого из нас. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь давайте вместе разгадаем загадку жизни после смерти. Смерть — это то, чего еще не избежал ни один человек. Возможно, в будущем нам удастся победить старение, но люди все равно продолжат умирать из-за самых разных причин. С научной точки зрения, смерть — это полное и необратимое прекращение нормальных биологических процессов в организме, после которых он не может восстановиться и начинает разлагаться на составляющие. В медицине в зависимости от причин смерти различают естественную или физиологическую смерть, наступающую в результате постепенного угасания основных жизненных функций организма в процессе старения, и преждевременную, вызываемую болезнями, травмами, поражениями жизненно важных органов, например, мозга, сердца, легких, печени. Преждевременная смерть может быть скоропостижной, то есть наступить в течение нескольких минут и даже секунд, например, при инфаркте. Кроме того, различают два этапа смерти – клиническую и следующую за ней биологическую или истинную смерть. При клинической смерти сохраняется возможность восстановления жизненных функций организма с помощью методов реанимации. Биологическая смерть вызывает необратимые изменения в организме, при которых любые реанимационные меры оказываются безуспешными. Некоторые люди еще при жизни могут пережить предсмертный опыт. Это ситуации, близкие к смерти, или моменты интенсивной физической или эмоциональной боли. Также человек может оказаться на пороге небытия после сердечных приступов или черепно-мозговых травм, или даже во время обмороков, потери сознания из-за падения артериального давления. Данный опыт довольно сильно распространен. Треть людей, которые приближались к смерти, сообщали, что испытывали подобные переживания. Этот опыт может быть очень разнообразным, но часто включает ощущение выхода из тела, наблюдение за собой со стороны, чаще всего сверху, эйфорию, мистические видения, чувство исчезновения эго и его выхода за пределы пространства и времени. Обостряются чувства, и с невиданной прежде скоростью проносятся мысли. Человеку может казаться, что он покидает этот мир, видит свет в конце тоннеля и переходит в мир иной. Однако наука твердо стоит на том, что любые подобные переживания – продукт деятельности мозга. Когда тело человека находится в критическом состоянии, вся эта вакханалия повышает вероятность выжить и остаться в здравом уме. Но из-за причудливого характера предсмертное переживание сложно объяснить. Некоторые исследователи утверждают, что вызывать нечто вроде предсмертного опыта могут эндорфины, высвобожденные во время стрессовых событий. Таким образом, уменьшается боль и усиливаются приятные ощущения. Точно так же анестетики могут имитировать характеристики опыта, близкие к смерти, такие как отделение души от тела. Также существуют гипотезы, связывающие предсмертный опыт со следствиями церебральной аноксии, недостатка кислорода в мозге. Так было выявлено, что летчики, которые испытывали потерю сознания во время быстрого ускорения, описывали ощущения, близкие к предсмертному опыту. Недостаток кислорода может вызвать патологическую активность височной доли, что в свою очередь может привести к галлюцинациям. В настоящее время нет четкого объяснения того, почему происходят предсмертные переживания. Но продолжающиеся исследования все еще стремятся понять это загадочное явление, которое является собой смысл, надежду и цель для многих людей. Возможно, физиологические механизмы околосмертного опыта так никогда и не удастся установить абсолютно точно. Но чем глубже ученые погружаются в работу мозга, тем яснее становится одно – в этих переживаниях не больше потустороннего, чем в сновидениях или наркотических галлюцинациях. Хорошо, с предметным опытом мы разобрались, но самый главный вопрос остался – есть ли жизнь после смерти? Взгляды ученых на вопросы жизни после смерти разнятся.
Большинство не считает, что есть научные доказательства или подтверждение существования жизни после смерти, поскольку этот вопрос в основном лежит за пределами сферы исследований, доступных науке в современном понимании. Так, внештатный профессор Института Санта-Фе и профессор натурфилософии в университете Джона Хопкинса Шон Кэрролл считает, что после того, как человек умирает физически, не существует материального понимания того, как можно продолжать жить в другом мире. Это потому, что не существует частиц и сил, которые могли бы содержать информацию в нашем мозгу после смерти. Не существует способа, чтобы знания о том, кем вы были до смерти, сохранились после того, как химическая реакция, определяющая вашу жизнь, завершится. На вопрос, есть ли жизнь после смерти, биология отвечает так. После гибели многоклеточного организма некоторые клетки в течение нескольких дней продолжают функционировать. Когда человек умирает, в трупе продолжаются биологические процессы, поскольку не все ткани пока еще знают о том, что стали бесполезными. Системы отключаются постепенно, но через довольно короткое время все они перестают работать. Даже клетки волос и ногтей, которые, согласно распространенному заблуждению, продолжают расти у покойников, на самом деле останавливают свое деление вскоре после смерти. Почему же кажется, что они растут? Все дело в обезвоживании. Кожа на теле мертвеца высыхает и стягивается. Например, на подбородке она плотнее прилегает к черепу, обнажая щетину, которая раньше была скрыта. С ногтями происходит аналогичная история. Участки кожи на пальцах теряют воду и сжимаются. Из-за этого видна большая площадь ногтевой пластины, чем раньше. Однако некоторые ученые и исследователи высказываются в пользу того, что смерть – это не конец, а скорее переход в другое состояние. По их мнению, после биологической гибели возможно дальнейшее существование, пусть и в иной, нематериальной форме. Научный подход к этому вопросу предполагает рассматривать вечность не как бесконечное время, а как трансформацию нематериальной сущности, стремящейся к новому воплощению. Исследователи называют это поиском физического носителя, независимо от физических и психических травм прошлой жизни. Тем не менее, несмотря на интерес к подобным теориям, авторы сами подчеркивают, подобные идеи пока не имеют убедительной доказательной базы. Современная наука не располагает точными методами, способными подтвердить или опровергнуть существование сознания после смерти. В то же время ученые из медицинского центра Лангон в Нью-Йорке опубликовали результаты обширного исследования, подтвердив возможность существования загробной жизни. Как пишет издание Daily Mail, в исследовании, проводившемся на протяжении 30 лет, участвовали приблизительно 1 миллион добровольцев. Адъюнкт-профессор Сэм Парния рассказал, что пациенты, прошедшие через стадии ранней клинической смерти, делились воспоминаниями о пережитых ощущениях, описывая, как будто заново проживали жизнь, наблюдая за собой словно чужими глазами. Парния подчеркнул, что в подобных состояниях у людей сохраняется сознание, которое становится более острым и способным к глубокому анализу происходящего вокруг. Среди наиболее примечательных случаев был описан опыт 43-летней женщины, которая после перенесенных инсультов попала на небеса и наблюдала за своим мужем, заботливо склонившегося над ней. А затем врачи вернули ее к жизни. Но что происходит с теми, кто не возвращается в наш мир? Куда они попадают? Сейчас мы рассмотрим некоторые из самых популярных теорий о том, что происходит с нами, когда мы умираем. Реинкарнация. В конце 1950-х годов психиатр Ян Стивенсон из медицинского колледжа в Шарлоттсвилле, Виргиния, занялся поиском ответов на вопрос о перерождении человеческих душ. Более 10 лет он собирал сведения людей, однако не особо верил их рассказам, пока не услышал историю мальчика из Японии. С очень раннего возраста он настойчиво утверждал, что прежде он был мальчиком по имени Тодзо. Мальчик объяснял, что в предыдущей жизни, когда он в качестве Тодзо был еще маленьким, его отец умер. Вскоре после этого его мать снова вышла замуж. Однако всего через год после этой свадьбы Тодзо тоже умер от оспы. Ему было всего 6 лет. Тодзо досконально описал дом, в котором жила его семья, свою внешность до кончины и то, как выглядел его отец. Совместно со Стивенсоном он отправился на родину. Когда ученый все-таки увидел этот дом, он не поверил своим глазам. Мальчик описал абсолютно все, включая мелкие детали, такие как растущее дерево на заднем дворе с нацарапанными на нем иероглифами. В
В 1966 году вышла первая книга, в которой Стивенсон описал свыше 600 случаев реинкарнации. Спустя пару лет ученый выпустил второе издание этой книги, и к тому времени общее число изученных подобных случаев выросло в 2 раза. Душа после смерти живет в квантовой реальности. Ученые из Университета Аризоны уверены, что микротрубочки, содержащие белок, то есть структурный компонент клеток, сохраняет информацию о квантовом состоянии организма на субатомном уровне. И, как уверяют ученые, после смерти она высвобождается. По мнению доктора Хаммерофа, как только орган прекращает работу, квантовая информация равномерно рассеивается во Вселенной. Впрочем, если пациента вернули к жизни, все данные возвращаются на свое место. Параллельные миры. Некоторые ученые, такие как американский физик-теоретик Роберт Ланца из университета Вейк-Форест в Северной Каролине, утверждает, что после физической смерти сознание может переноситься в другой мир или измерение. Ланца считает, что именно жизнь творит Вселенную, а не наоборот, и, проходя через смерть, она продолжает свое существование. Кроме того, Ланца утверждает, что без сознания человека не существует ничего, что он видит вокруг себя, потому что именно сознание придает миру смысл. Ланц настаивает, что люди верят в смерть, потому что связывают жизнь с функционированием внутренних органов. Однако ученый считает, что смерть – это не абсолютный конец жизни, а просто переход в другой мир. Вечное забвение. Одной из самых популярных теорий о том, что происходит с нами, когда мы умираем, особенно среди нерелигиозных общин, является то, что мы входим в вечное забвение, которое также называют небытием или несуществованием. В вечном забвении все прекращается, и ничто не продолжается ни в коем смысле. Это вечное небытие возвращает нас к состоянию, которое предшествовало нашему рождению. После смерти индивидуальное сознание и память исчезает, а не возвращается в иной мир или новое воплощение. Кому-то эта теория может показаться удручающей и вызвать страх. Ведь жить с верой, что в конце нас ждет вечное забвение, то есть абсолютное ничего, очень тяжело. Но это всего лишь теории, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Несмотря на все, вопрос о том, что происходит после смерти, пока остается открытым. Хотя нет, не так. Наука не может однозначно ответить на вопрос, есть ли душа и что случается с ней после смерти. Зато она может исследовать, что происходит с нашим телом, когда оно умирает. А что случается с сознанием, мы никогда не узнаем, пока сами не умрем. А как вы думаете, есть ли жизнь после смерти? Делитесь с нами в комментариях. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр.